Обсудим лучший способ восстановиться после чит-дня. Да, в это может быть сложно поверить, но некоторые люди периодически отступают от кетогенной диеты, когда они в отпуске, на вечеринке, на светском мероприятии или по праздникам. Они нарушают диету. Важнее всего понять механизм, понять, что происходит. Происходит всплеск сахара в крови, затем всплеск инсулина. Функция инсулина — убрать этот сахар и спрятать его. Он выводит сахар из крови и помещает его на хранение в жировые клетки в печени или животе. В итоге сахар в крови становится низким, а когда у нас низкий сахар в крови, возникает чувство голода, тревога, слабость, тяга к еде, раздражительность, дезориентация, нетвердость движений, целый ряд симптомов. Но не сразу. Сразу после употребления этих углеводов вам будет хорошо. Симптомы могут возникнуть через полчаса, через 2 часа, через несколько часов или даже на следующий день. Если вас почему-то тянет на какую-то еду в определенный день, просто вспомните, что вы ели вчера. Велика вероятность, что вы поели углеводов и теперь испытываете последствия этого. Многие ездят по этим американским горкам. В итоге они доходят до точки, когда уже не могут долго обходиться без еды. Проходит 3 часа, надо поесть, и им становится лучше. И они про себя думают: когда я ем углеводы, я чувствую себя лучше. Значит, так поступать правильно, значит, это полезно. Ничего подобного. Организм будет требовать углеводов, когда у вас низкий уровень сахара. И вы должны осознать, почему он требует углеводов. Потому что на клеточном уровне ему не хватает топлива, и организм не может использовать жир как топливо. Поэтому он будет голоден и проявит вот эти симптомы. В митохондриях, которые являются энергостанциями клетки, приведу аналогию. Возьмем карбюратор. Предположим, что вы пытаетесь завести газонокосилку, и вместо того, чтобы однократно нажать зажигание, вы нажимаете его 31 раз. Вы просто зальете мотор. Обычно вам нужна правильная смесь кислорода и топлива, а также искра, чтобы ее зажечь. Вот вы заводите газонокосилку, сколько раз вы пытались ее завести, а она не заводилась. В итоге вы сдаетесь, и вам приходится, скажем, стричь газон ручной косилкой. Это очень утомительно. То же происходит в митохондриях, если съедать много сахара. Вы заливаете мотор, карбюратор, и теперь еле передвигаете ноги. Я забыл сюда добавить утомление и затуманенность сознания. Просто потому, что у митохондрий слишком много топлива и мало кислорода. Вдобавок у вас истощаются запасы витамина В1, калия и других микроэлементов. То есть низкий сахар влечет за собой нехватку определенных нутриентов. Что с этим делать? Для начала выпейте немного яблочного уксуса с водой, пару столовых ложек на стакан воды, и так пейте. Яблочный уксус отлично помогает восстановиться после падения сахара в крови. Также можно пить чайный гриб камбуча. Он помогает. Начните голодание, потому что вашему организму нужно перезагрузиться. Нужно дать ему время на перезагрузку. Голодание — самый быстрый способ перезагрузить его. Физические упражнения помогут сжечь лишний сахар, подстегнуть процесс. Лишний сахар, запасенный в форме гликогена в печени. Прием электролитов, калия, магния, даже морской соли и витаминов группы В будет тоже очень полезен. Вот что надо сделать, чтобы слезть с этих американских горок. Ведь когда вы практикуете кето с интервальным голоданием, вы больше не на этих горках. У вас стабильный сахар в крови. Вы больше не чувствуете голода. У вас масса энергии, прекрасное самочувствие. Но я считаю, иногда хорошо поэкспериментировать и отклониться от режима, чтобы посмотреть, как вы будете чувствовать себя вне этого режима, чтобы у вас появилась мотивация его соблюдать. Я знаю это лично по себе. Прошло много лет, прежде чем я, наконец, решил для себя: хватит, я буду это соблюдать. Довольно американских горок, но мне пришлось пройти через много проб и ошибок, чтобы доказать самому себе, что гораздо лучше придерживаться режима. Спасибо за просмотр.
Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новых видео.